Супер, там хватит. Ужас. Картина масла. Мою тоже живут грехи. Кто здесь, блядь? Супер Исус! Какое огромное количество Ривиан. Штук 30-40. Нас обгоняет! Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня выезд. Вот такая красавица. Эмоции сейчас будет, посмотрим на людей, как ей будут, как будем ехать. А первая вверх или вниз? Вверх, наверное. Да я шучу. Я ж ехал. 2 раза выжимать надо, наверное. О! У нас сегодня очень классный автомобиль в шапе. Это такая вот Волга. Она вся блестит, мы ее натерли, красивая. Приехала к нам из Украины. Просто замечательный автомобиль. Особенно здесь, когда ты находишься очень далеко от родных земель. Это прям очень приятно видеть. Все в оригинале, в салончике, все как с завода. Да, у нас скоро, кстати, собирается автопробег. И мы хотим все наши машины собрать вместе и проехаться на них на автопробеге. У нас есть еще одна такая же самая машина. Это серая Волга. У нас еще есть ВАЗ-2108 восьмерка. Мы сейчас их тоже все приведем в чувство, в плане, что мы их начистим, чтобы они выглядели очень хорошо. Все машины в отличном состоянии. И мы поедем, покажем всем, какие у нас есть машины. Короче, мы поедем на автопробег, поедем на выставку, и мы все это подснимем и покажем вам позже. Я говорю, Теслу отдали, Вова. Это отличная новость. Сегодня хороший день. Сплю такой, и телефон мне пим-пим, и написано, через 10 машин будет Тесла. Хотя я вообще хотел купить Денису машину Lexus. И я бегом захожу и повыиграю ее за хорошие деньги. Следующий будет электромосквич. Электромосквич уже есть. Давай, не буду говорить где, поэтому давай. Давай. Сколько вас можно ждать? Пожалуйста, Bentley Continental GT. Садитесь, присаживайтесь. Кожаный салон, вау. Не то, что в BMW. Приус с кожаным салоном. У-у-у. Это вам не BMW, ребята. Артем, что такое, брызнуло, да? Ого, вот это ты попил водички. Спина мокрая, что случилось? Это Артем так воду пьет. Произошел взрыв. Не видели это? Да жалко, что я не видел, но последствия тоже красивые. Он в ручку засовывает, она не залазит, он нажал. А я слышу, бах, бах, поворачиваюсь, друр, а тут уже гейзер, блядь. Зато не жарко. Учитесь у Артема, как пить воду нужно. О, авария, давай сделаем. Ой, не надо. Сейчас водичка будет не наверху, а внизу, блядь. Когда у вас два телефона, Вам нужно 4 уха, да? вам надо 4 уха. Пожалуйста, добро пожаловать на аукцион Одесса. Мы вас ждали. Купили несколько автомобилей. Сейчас пойдем смотреть. Надеюсь, что бустер поможет им завестись. И святая вода. Бустер и святая вода. Все решения проблем. Мы механики от Бога. Если ты с собой не взял святую воду и бустер, то вряд ли ты вообще заведешь машину. Это нереально. Да, Артем? Артем еще там в машине святой водой облился. На всякий случай, чтобы ауру для аукциона хорошую иметь. Самые важные вещи на аукционе. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Вот она, машинка наша стоит. Слушай, ну пневма не должна прям на пузе. Может там батареи? Да нет, если батарея, да нет, мы сейчас увидим. Видишь, тут капот открывается, он тросит. Да, потому что оком высажены, наверное, полностью. Блин, слушай, ну она клевая. Лючок открыт, пневма лежит полностью. Это именно она, 100D? Да. Так это 100D. Это самая дальнобойная из того класса машин. такую Двухмоторная сотка, очень клевая машина. Блин, 18-й год. Офигенно. Ключ здесь. Слушай, очень интересно. Батарея на месте.
может быть просто чехол. Батарея на месте. Это уже хороший знак. Блин, ну что я могу сказать? Это очень клевая машина. 18-й год, 100D. Двухмоторная с максимальной батарейкой того времени. 18-й год. Очень прикольная машина. Пневма, правда, лежит, но это такое. К сожалению, у машины разряжен 12-вольтовый аккумулятор, и она вообще никак не оживает. Чтобы подкинуть бустер, нужно открыть капот. Но здесь, походу, сломана вся эта система. Как ни тяни, капот не открывается. В общем, у нас не получилось открыть капот и добраться до 12-вольтового аккумулятора, чтобы ее прикурить. Потому что, видно, либо кто-то специально сломал те тросики, что нельзя открыть, либо там что-то не работает. Короче, не получается открыть, поэтому мы не можем ее запустить, хотя бы попытаться запустить, посмотреть, что с ней. Но она комплектная, она в хорошем состоянии. Пневма, понятно, лежит, потому что она очень долго стояла. Она без повреждений. В салоне очень чистенькая, она не замурзанная, не затертая. Это 100D, 18 год. Очень неплохая машина, мне прям нравится. Мы ее выиграли за определенные деньги, но за эти деньги нам ее, скорее всего, не отдадут. Ну а там, кто знает, вдруг отдадут. Будет у нас happy day. Еще у нас есть Теслы. Поврежденец здесь серьезно. В принципе, здесь ничего такого трагичного. Здесь левое крыло, бампер, правое крыло, правая дверь, подвеска полностью, скорее всего, там пневма, все нужно менять. По внешнему предварительному осмотру. Здесь еще есть Теслы. Это перформанс, вижу по суппортам огромным. Еще троечка на белом салоне. Музыку кто хочет, будем слушать. У меня батарея есть. Мощная есть батарея для музыки. Годы приходится все тяжелое носить самому. Это жизнь. В общем, у нас новость. Эту BMW, которая завелась, Артем решил оставить себе. Поэтому мы коллективно решили, чтобы парень катался и получал удовольствие. Мы сразу купили донора. Чтобы он не переживал, что какие-то запчасти понадобятся или что-то ремонт. Сразу донора купил, спокоен. Такой же самый. 2013 года, 96 тысяч пробега. Просто черный донор будет. Мы его поставим в сторонке. Что-то сломалось, Артем поставил, поехал дальше. Купил BMW, купи донора. Вот такая вот BMW. Один в один, как та, которая сейчас у Артема. Мы имеем вот такой вот мотор с Toyota Camry. Выглядит он неплохо, но у него гидроудар. Всегда было интересно посмотреть, что происходит в моторе после гидроудара. И вот сегодня мы его разберем и посмотрим, что же там внутри с ним случилось после такого события. Я сейчас его полностью разберу на все малейшие детали, и мы посмотрим. Очень интересно. Очень чистый внутри мотор. Видно, что масло менялось вовремя. Прям идеально чистый. Поглядим, что будет дальше. Очень чистый мотор внутри. Прям идеально чистый для мотора с таким пробегом. Двигатель у нас находится сейчас в заклиненном состоянии. Мы не можем провернуть коленвал. Но я сейчас еще раз это попробую сделать, чтобы убедиться, что все-таки коленвал отказывается крутиться. Не удается провернуть коленвал. Это говорит о том, что либо шатунные, либо коренные подшипники заклинены, либо что-то случилось с цилиндром. Сейчас мы продолжим разбор и узнаем. Я уверен, что это девственный двигатель, и мы здесь с вами первые, поэтому все болты откручиваются тяжело, все откручивается здесь впервые. И что же мы здесь видим? Ужас. Тут есть вода после гидроудара, и все в коррозии, все поржавело. Честно говоря, я думаю, может быть, он даже не заклинил, просто заржавел. Не удивлюсь, если это будет именно так. К нам приехали какие-то машины, сейчас посмотрим, что нам привезли. Ну или Prius, или Sonata. А, и не Prius, и не Sonata. И Prius Sonata. И не Prius, и не Sonata. И Prius, и Sonata. Парень, который привез машину, он сам с Греции. Но он говорит, я знаю Мариуполь, что в Мариуполе тоже живут греки. Поэтому сейчас нам тоже что-то расскажет. В Мариуполе тоже живут греки. Саня, а он тут тоже нам везут? Тоже нам везут?
Не, такое мы не заказывали. А хотя... Знаешь, Вов, у нас была такая ситуация, когда были кархолеры. Дядечка так же самое стоит, снимает машину свою и отвязывается колесо, она как упадет прямо так. Вот он прислал, говорит, что это за доставка такая быстрая была. Это было очень печально. Это был автомобиль, ретро-автомобиль в очень хорошем состоянии. И так же самое она упала, как вот сейчас Prius упадет. Я надеюсь, не упадет. Hold it for you. Обе машины наши, поэтому мы переживаем за обе машины. Prius дымит, но мотор не стучит, поэтому я думаю, ремонт будет несложным. No start. Я вам могу сказать, почему no start. Батарейка, он пишет, типа, stop vehicle to charge battery. Это электроусилитель работает. Ну, я знаю. Это что такое? Чего? Prius. Саш, мы же коллегу ставим, да? Ее или сразу к шапу. Не, коллегу давай. Потом решим. Уберем все, потом решим. Так тоже неплохо едет, экономненько. Пол лошадиной силы. Давайте, пацаны. Нас обгоняют. А вы как, запыхались? А я отлично еду, спокойненько все, экономно. Есть мощность одна Колина и одна Артема сила. А я сижу и ничего не делаю. Не жму никуда. Написано П надо нажать. А ну нажми П. Ра-та-та-та-там. Ой, надо же рулить, я забыл. Надо было мне все-таки Приус тебе дать согнать. А это я б согнал. Такая жизнь. Отличная работа. Там просто где-то стенка уже. Не хочу ее почувствовать. Что, еще или что? Давай, что? Хорош. Не, подожди, не забирай. Окно закрой. Кто здесь, блядь? Супер Сус! Это ты его конкурент, брат. Ну все, будешь ждать своей очереди на ремонт. Потому что у нас сейчас много всего. Да ладно, завтра поедет. Я уверяю, ты завтра с утреца проснешься в хорошем настроении, примчишься, возьмешь батарею, зарядишь, мы поедем. Там будет все на месте, все есть. Ох, фантазер. Внутри есть эмульсия, потому что внутрь попала вода. Снимаем балансиры. Что мы видим внутри? Перегретых шатунов я не вижу, то есть вполне вероятно, что ничего не провернуло. Будем разбирать дальше. А вот он и виновник нашего торжества. Погнутый шатун. И вот в таком положении поршень. Это все следствие гидроудара. Будем разбирать дальше. Так же, как и шейки коленвала шатунные, вкладыши в идеальном состоянии. Вкладыши просто в отличном состоянии. Погнутый шатун заблокировал коленвал. Даже открутив все шейки, коренные шатуны, я не могу вытащить. Придется прибегнуть к такому инструменту. Цилиндры очень ржавые. Когда я буду доставать поршень, скорее всего, если там и не было повреждений, то они точно будут. Но что делать? Выбора нет, будем доставать поршень. Какое огромное количество Ривиана. Тут их, наверное, штук 30-40. Жаль, все закрыты. А это, бля, это Юля. Ну, вперед, конечно, увеличение слоя. Здравствуйте, буханка в новом виде. Коля, да? это на любителя. Я не скажу, что он такой. Это такой дизайн. Знаю. Я не скажу, что он Какой-то стрёмный. дизайн. Это я в очках, когда ходил, вот я примерно... Не, я не скажу, что мне, допустим, дизайн отталкивает. Но он специфический, я соглашусь. Да, Но он специфический. Что? Не подходи. Это же экологически чистая машина, видишь, они поэтому там живут. Блин, жалко, что они все закрыты. Огромная куча Ривиана. Просто целая куча. Пластик точно. Пластик. Коля нашел открытую машину. Вот такой вот Ривиан. Не, ну достаточно интересно. Мне нравится. Я бы поесть. Панорама присутствует. Все как нужно. Какие карты дверей. Машина симпатичная. Но дизайн у нее, конечно, на любителя. Да, на такой вот версии сзади 3 ряда сидений. Кому-то эта очень опция нужна. Есть у нас один такой товарищ. Но не будем говорить, как его зовут. Мы все посмотрели, все увидели, все пощупали, все попробовали. Возвращаемся в шап. Все-таки нужно сегодня и поработать, а не только бродить тут и наслаждаться машиной. Как это там на аукционе, как они тут говорят? Они говорят, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, sold. Мне кажется, нас сейчас выгонят отсюда. Хожу по
поездку на аукцион. Да. Сол. Сол. 3200. Мы поехали. Я сразу не увидел, но тут погнуто 2 шатуна, а не 1. И вот самый веселый погнутый шатун в таком вот состоянии, он после гидроудара. Картина маслом, он даже треснул, вот здесь видно. Настолько сильный был залом и удар. Что у нас внутри цилиндра? Кроме ржавчины, вот в первом есть повреждения, во втором есть повреждения, такие натертости, в третьем есть повреждения, а в четвертом, кстати, особо повреждений не видно, только много ржавчины. Повреждения не слишком сильные, я пальцем не особо чувствую их даже. И здесь тоже. Надо попробовать отханинговать, и возможно это спасет этот блок. И он сможет продолжить служить еще на другом двигателе. Значит, подведем итог. Что же все-таки случилось с нашим двигателем с Toyota Camry 2015 года? Я думаю, что она зачерпнула воды в большой луже. Случился гидроудар, и от этого гидроудара погнуло шатуны. В итоге, в каком состоянии у нас двигатель? Значит так, блок. Я не супер большой специалист, не имею огромного опыта в этом, но по ощущениям эти повреждения, которые здесь в цилиндрах, могут убраться ханинговкой. Можно, в принципе, это попробовать. В остальном блок нормальный. Шатуны это, конечно, самое веселое. То есть первый погнут в хлам, второй погнут, третий и четвертый, скорее всего, тоже погнут. Возможно, не так сильно, чтобы это глазом было заметно. Во всем остальном коленвал, конечно, тоже мог быть немного погнутым, его нужно на биение проверить, если использовать в будущем. Но выглядит он хорошо. Шейки все целенькие, не затертые. Все вкладыши в отличном состоянии. Коренные, шатунные, полукольца тоже хорошие. Поршни повреждены, конечно, наверное. Нужно их хорошо оттереть. Из-за того, что они по ржавчине немного юзались. И вот это антифрикционное покрытие, оно немножечко пострадало. Но в принципе я не скажу, что они прям в плачевном состоянии. Это у нас остальные части. Мотор был очень чистый. Масло меняли хорошо, вовремя. Цепь не была сильно растянута. Все выглядит хорошо. По голове. Голова выглядит тоже хорошо. Ее, конечно, можно проверить на герметичность, но выглядит она неплохо. Но опять же, это всего лишь на первый взгляд так кажется. Ее нужно обязательно проверять, проливать клапана и посмотреть, возможно, что-то загнуло. Распредвалы выглядят тоже хорошо. В общем, если подвести полностью итоги, то этот мотор, в принципе, можно восстановить и не такими уже большими затратными действиями. Мы еще не знаем, будем ли восстанавливать этот мотор, потому что это займет время. У нас его не так много. Мы коллегиально примем это решение. Но вот такой вот интересный был у нас разбор последствий гидроудара в двигателе внутреннего сгорания. Спасибо за внимание.